Здравствуйте, Овны! Сегодняшний второй прогноз мы сделаем для вашего знака зодиака. Расклад на 2026 год. Расклад мы делаем сегодня по месяцам. То есть на каждый месяц отдельно выложим по одной карте из этой колоды и посмотрим, что же у вас ожидается в каждый месяц этого года. Года, который уже начался, год 2026. Я напоминаю, что вы можете подписаться на мой YouTube канал. Также можете оставить лайк или сообщение под этим видео. Можете поделиться, возможно, этим раскладом, этим видео, этой записью с кем-то из ваших близких, если считаете, что им этот расклад подходит, возможно, резонирует с их ситуацией. Итак, Овны, давайте посмотрим, что же ожидает наших дорогих Овнов в 2026 году, начиная с января, да, и заканчивая декабрем, соответственно. Итак, давайте посмотрим. Итак, месяц январь. Четверка пентаклей. Четверка пентаклей — карта такой вот скуповатости, возможно, прижимистости небольшой, да, возможно, по четверке пентаклей вы здесь постараетесь на чем-то сэкономить. Возможно, вы по четверке пентаклей будете заняты тем, чтобы как-то спланировать свои финансы, свой бюджет, потому что вам хочется стабильности, вам хочется финансовой безопасности, вам хочется здесь прочную основу чувствовать под ногами. И вы стараетесь контролировать свои деньги, вы стараетесь контролировать свои ресурсы, чтобы их сохранить, чтобы защитить то, что у вас уже есть. Она так вот бережно кошелечек это держит возле себя. Может быть, определенная здесь бережливость, как я уже сказала, прижимистость, экономия и очень разумное расходование средств, потому что вы здесь можете больше зациклены на том, чтобы копить какие-то деньги. Также здесь в целом вы можете устанавливать определенные рамки, как будто бы у других людей, или защищать свое пространство, свое личное пространство. Поэтому в плане денег, в плане карьеры, конечно же, здесь очень консервативный подход к всем инвестициям. Вы за накопление сбережений скорее, вы не хотите рисковать, вы не хотите вкладываться в какие-то рискованные мероприятия. То есть вы больше зациклены на сохранении капитала. И, может быть, даже вы ходите на какую-то неинтересную, но стабильную работу, потому что она вам деньги приносит. И держитесь за какую-то должность из-за финансовой безопасности, даже если вам эта работа не совсем нравится. И также, да, возможно, здесь есть определенная опасность скупости или нежелание инвестировать в какой-то бизнес. Вот как вы боитесь потерять накопленное, вы держитесь крепко за вот этот кошелечек свой. В отношениях, в паре это может быть ситуация, где кто-то держится за другого, да, партнер, за отношения больше из-за страха одиночества, может быть, чем из-за любви или из-за каких-то финансовых вопросов. Может быть, здесь есть желание контролировать партнера, также есть желание в чем-то ограничивать. Может быть, также здесь нет достаточной свободы у этого человека, именно потому что как будто бы кто-то хочет обладать, как чувство собственности, да, преобладает у одного из людей. То есть такие вот отношения. Для одиноких здесь может быть закрытость для новых отношений, потому что вы боитесь быть преданными, допустим, поэтому не хотите делиться своим временем, своими ресурсами с каким-то новым человеком. И в здоровье здесь могут быть какие-то вопросы, связанные с тем, что вы как будто можете бояться заболеть, чтобы не потратить деньги, да, потому что вы понимаете, что это создает дополнительные проблемы и расходы финансовые. Возможно, вы здесь очень зажатые, будете какие-то негибкие, потому что, опять-таки, чувствуете это физическое напряжение из-за финансов и контроля над финансами, поэтому могут быть какие-то проблемы с позвоночником, может быть, с суставами или с мышцами, что тоже требует обратить на себя внимание. Давайте посмотрим дальше. Месяц февраль для Овнов. Карта туза мечей, карта решительных действий, карта решения каких-то проблем или решения каких-то вопросов, когда к вам приходит решение.
решение, как идея, какая-то мысль хорошая, да, о том, как найти выход из запутанной ситуации или запутанного лабиринта. Здесь по тузу мечей вы можете в целом найти определенную ясность и четкость мышления в каком-то вопросе и понять ситуацию лучше, возможно, раскрыть какую-то правду. Можете здесь добиться честного решения или какой-то справедливости, а также вы здесь, когда коммуницируете с другими людьми, четко выражаете свои мысли, и здесь вы можете именно через интеллект добиться хорошего успеха. Если мы говорим, допустим, про работу, то здесь может быть хорошая новая идея, какой-то проект, где ваш интеллект здесь даст о себе знать, и вы начнете какой-то, вот благодаря умственному труду, какую-то вот идею реализовывать, она будет приносить вам деньги. Может быть, какие-то важные контракты подписываете или какие-то успешные переговоры здесь совершаете и решаете какую-то для вас проблемную ситуацию. Может быть, юридическую победу одержать можете. Может быть, вы здесь какую-то разумную инвестицию, допустим, делаете, или в целом через интеллект приходите к успеху, да, благодаря своей логике. Для отношений, ну да, здесь может быть для пары, возможно, в отношениях, может быть прорыв в понимании друг друга, может быть, вы решаете какие-то конфликтные вопросы, возможно, решаете какие-то проблемы, которые есть в паре. Также здесь нужно быть осторожными, потому что здесь может быть как ситуация отсечения. Если что-то не подходит, не устраивает кого-то из партнера, то может быть такое холодное отношение и как необходимость отсечь что-то ненужное. Для одиноких людей здесь может быть встреча с таким интеллектуальным человеком, умным человеком, и это новое знакомство, оно может базироваться на какой-то интеллектуальной совместимости. Для здоровья, ну, здесь, знаете, как может быть или какая-то успешная операция, если, не дай бог, она нужна, или правильное лечение, которое вы получаете, то есть, опять-таки, четко, да, приходит идея, мысль там вашему врачу, как правильно лечение вам назначить, допустим, расписать. В целом нужно беречь свою нервную систему от перегрузок, от стресса по этой карте и какой-то определенный режим дня, режим для здоровья, да, придерживаться. Давайте дальше посмотрим. На начало весны, на март месяц, карта правосудия, карта справедливости, возможно, общение у кого-то с человеком, знака весы, у кого-то, опять-таки, продолжение, связанное здесь с решением каких-то юридических вопросов, бумажных каких-то вопросов, которые здесь нужно урегулировать, потому что здесь все, что касается закона и порядка по правосудию, здесь может речь идти по правосудию или справедливости, ее еще называют карта. Здесь может речь идти о том, что вам хочется здесь какой-то правды добиться. Вы здесь сами по себе стараетесь быть очень объективными, беспристрастными, честными. И все, что касается каких-то правовых вопросов или законных, вы стараетесь сделать четко, правильно, какие-то контракты подписывать, документы официальные оформлять. Вы здесь в целом очень и очень ответственны во всех своих решениях, во всех своей работе. Вы здесь можете получить справедливое вознаграждение за вашу работу, потому что ваши усилия будут оценены по достоинству. Также можете опять-таки подписывать какие-то важные контракты. Вы здесь можете решить благоприятно какие-то правовые вопросы. Вы можете здесь вот финансовых вопросов, как будто бы быть честными, то есть заплатить какие-то долги или выполнить финансовые обязательства. То есть вы очень-очень справедливы в этом отношении. И в любви, да, здесь какие-то сбалансированные и честные отношения, как уравновешенные чаши весов, где партнеры вносят одинаковый равный вклад и получают то, что заслуживают. А также здесь может быть и необходимо восстановить баланс, если есть дисбаланс в паре, там, в браке, допустим. Может быть и официальное оформление отношений, кстати, брак, подписание совместных документов, может быть, или даже какой-то брачный контракт тоже может иметь место быть. Для одиноких здесь может быть необходимость быть честными и открытыми, да, четко понимать и представлять, какой человек вам нужен, чтобы вам Вселенная принесла именно такого достойного партнера в вашу жизнь. Также здесь нужно быть очень сбалансированными в подходе к своему здоровью. Возможно, вам здесь нужно понимать, что ну вот как будто бы от ваших действий зависит ваше состояние здоровья, да? То есть от вашего режима дня, от вашего образа жизни в целом.
Поэтому здесь нужно внести определенный баланс в вашу жизнь, чтобы быть здоровыми. Давайте дальше посмотрим на месяц апрель. Карта шестерка пентаклей. Одна рука дает другую денежку. Можете получать какую-то прибыль в апреле месяце. Возможно, вы здесь получаете какие-то подарки. Кстати, шестерка пентаклей. Также шестерка пентаклей — это в целом карта, ну, не только вот какой-то, знаете, финансовой прибыли, то есть материальной прибыли. Это может быть еще и получение хорошего совета, какого-то выгодного для вас совета, какого-то ценного совета, потому что здесь может быть обмен какими-то хорошими идеями, здесь может быть как поддержка, получение помощи, не обязательно материальной, даже просто эмоциональной. Здесь может быть щедрость, вы щедры в отношении кого-то, тоже кому-то готовы помогать, отдавать, выступать в роли мецената определенного. То есть здесь существует вот этот обмен, взаимовыгодный обмен. Поэтому если говорить про отношения в паре, то это взаимовыгодный обмен, поддержкой, заботой, когда в равной мере есть обмен в паре вот этими вот, значит, да, этими вещами, да, то есть любовью, поддержкой, вниманием, щедростью, чем угодно. В отношениях также может быть и ситуация, когда один партнер помогает другому, да, материально как-то его поддерживает или обеспечивает, может быть так. Для одиноких может быть встреча с таким щедрым человеком, который будет тоже материально поддерживать, может быть какие-то подарки дарить, то есть тоже неплохо. Для работы, я уже говорила, да, может быть и получение каких-то денег, может быть наставничество, когда вы ценный совет получаете, может какой-то дополнительный бонус получаете, или повышение зарплаты, или еще любую другую какую-нибудь финансовую помощь. Для здоровья тоже неплохо, потому что в целом это баланс в здоровье. Это баланс в здоровье, это хорошее самочувствие, это, если необходимо, может быть помощь кому-то из родственников, когда вы ухаживаете за больным родственником или, может быть, помогаете как-то ему материально, то есть, может быть, вот в таком контексте также она может отыгрываться. Давайте посмотрим дальше. Следующая карта на май месяц. Карта звезда, карта исполнения желаний. Карта для кого-то общения с человеком знака Водолей тоже может быть по карте звезда. В целом звезда — это, как я уже сейчас сказала, да, это исполнение желаний, это получение того, что вы себе хотели, планировали, возможно, в этом месяце. Но и также в целом звезда, она тоже может иметь много значений. То есть это и надежда на лучшее будущее, оптимизм, с которым вы смотрите в будущее. Это вдохновение для творческой работы, творческой профессии, это какой-то творческий подъем, может быть, кому-то муза приходит. Да, для кого-то из вас это период обновления, возрождения, как будто нового начала, свежего, новой энергии, которая у вас здесь будет преобладать. Здесь, если мы говорим про работу, про карьеру, про ваши деньги, то здесь могут быть как долгосрочные планы, может быть время, когда мечты о карьере начинают воплощаться в вашу реальность. Здесь в финансах может быть какое-то финансовое благополучие, которое, собственно, к вам приходит здесь как исполнение желания вашего. В отношениях, в любви здесь тоже очень хорошая карта, потому что в паре это обновление чувства, это возрождение романтики, какое-то углубление духовной связи между партнерами. А для одиноких здесь встреча с таким особенным человеком, как ваша звездочка на небе, которая будет истинной любовью, которая может вдруг возникнуть даже и неожиданно совершенно. Если про здоровье сказать, то в целом тоже хорошо. Хорошо, потому что это и психологическое здоровье, и физическое здоровье. Это хорошее, успешное лечение, если в этом есть необходимость. То есть хорошая карта тоже. Карта звезда. Дальше на первый месяц лета, это на июнь, соответственно, у вас карта рыцаря жезлов выпадает, карта огненная, карта вашего знака. Может быть общение с знаком, как вы, огненным, то есть это лев, овен или стрелец. И в июне месяце у вас по рыцарю жезлов очень много энтузиазма, очень много рискованности в ваших действиях, в ваших на каких-то устремлениях, да, это
желание приключений, это отвага, это смелость, это скорость, с которой вы принимаете решения. То есть вы быстро принимаете решения. Вы здесь обладаете таким сумасшедшим магнетизмом, притягиваете к себе других людей и выступаете для них в роли лидера такого. И почему так происходит? Потому что вы верите в себя, вы решительные, вы активные, и вы меняете, трансформируете окружающую вас действительность именно через вот это действие. Поэтому в отношениях здесь в целом можно говорить, что много страсти, много огня, много каких-то совместных путешествий, когда вы принимаете решение спонтанно куда-то переехать, допустим, поехать. А может быть, вы здесь, если вы одиноки, вы встречаете такого человека с огненным темпераментом, очень смелого, страстного, авантюрного, то есть такого вот интересного и соответствующего вам, соответственно, человеку. Возможно, здесь этот человек перевернет вашу жизнь с ног на голову, когда вы такого человека встречаете. Для работы, да, действительно хорошая карта, потому что можете и продвижение по работе иметь хорошее, притягивать опять-таки к себе людей и вести за собой толпу, потому что вы здесь как лидер. Ну и в здоровье. Море энергии, очень высокий уровень энергии, физической активности, может быть, какие-то достижения, касающиеся здоровья, может быть, вы здесь в спортзале какие-то подвиги совершаете и какие-то достижения у вас есть. То есть вот что-то такое тоже очень хорошее здесь происходит именно благодаря вашему активному образу жизни, вот этому драйву, этой высокой вашей мотивации. Давайте посмотрим дальше. Середина лета, июль, карта Луна. Карта Луна может говорить как про мечты, планы ваши какие-то, так и про страхи. Чаще все-таки про страхи она и про боязнь чего-то неизвестного, скрытого, непонятного, тайного. Да? Луна, она о интуиции, она подсознательно может говорить о желании и необходимости прислушиваться к своей интуиции, каким-то внутренним знаниям, предчувствиям своим. Возможно, вас здесь пугает неопределенность и путаница, в которой вы находитесь в июле месяце, но также здесь вы в целом и стараетесь позитивно все-таки смотреть на вещи, стараетесь думать о чем-то хорошем и надеяться на лучшее. Для вас, может быть, важны будут какие-то тайны, что-то скрытое узнаете, что-то неизвестное, да, становится известным, или вы здесь благодаря, не знаю, каким-то снам что-то для себя понимаете, или каким-то символом для вас важным. То есть здесь очень важна интуиция, может быть. Возможно, вы здесь занимаетесь самообманом, когда вы сами себе рисуете картинку действительности лучше, чем она есть на самом деле. Ну и также здесь для вас важны могут быть какие-то вопросы цикличности. То есть для женщин особенно, да, это может быть что-то связанное с здоровьем женским, то есть это может быть что-то привязанное к лунным циклам, это может быть беременность, это может быть зачатие ребенка, или там ЭКО, или что-то вот в таком духе, да. Может быть, какие-то гормональные колебания будут иметь место быть, а также важно обращать внимание на свое здоровье, именно на психическое здоровье, да, на свой эмоциональный баланс. Может быть так. Если мы в целом говорить будем, допустим, про работу и про карьеру, то нужно быть осторожнее с контрактами, сделками, потому что какая-то информация может от вас скрываться, не дай бог кто-то может вас обмануть, то есть нужно постараться не принимать каких-то важных финансовых решений, пока не станет яснее ситуация и понятнее, потому что может быть много неопределенности, каких-то интриг в целом вокруг вас. И в отношениях в целом для пары может быть нестабильность эмоциональная, когда настроение может меняться в зависимости от фаз Луны, опять-таки по циклу. Также могут быть какие-то страхи подсознательные, которые могут искажать восприятие о партнере. А одинокие люди, они могут встретить кого-то, но при этом не до конца понимать этого человека или иллюзию какую-то строить касаемо этого нового человека, потому что еще не до конца его знают, потому что этот человек может скрываться как будто за маской. Поэтому нужно быть все-таки осторожнее, очень неопределенный период, и путаница в отношениях может здесь быть. Поэтому нужно быть осторожнее. Дальше у нас идет месяц август. И в августе 4 жезлов, семейные праздники, торжества какие-то, встречи с семьей в целом по 4 жезлов. Это празднование. Для меня это больше карта празднования и чувство
баланса, да, баланса, стабильности, мира, в котором вы живете, находитесь, и люди вокруг вас, возможно, по четверке. Четверка жезлов — это какие-то вопросы стабильности вашего дома, да, вашей безопасности, может так. Это ощущение, что вас поддерживает ваша семья, ваши коллеги на работе тоже, не только семья, то есть вообще общность, в которой вы находитесь. Это такой очень хороший, крепкий союз, который вы строите, допустим, в паре, может быть, с кем-то съезжаетесь в этот период, объединяетесь, да, съезжаетесь, или в отношениях, если, допустим, то вы можете здесь обсуждать дальнейшие планы ваши, касающиеся совместного переезда, да, съехаться вместе или купить совместное жилье, то есть какие-то вот такие вот вещи делаете или сообщаете своим близким о помолвке, или знакомите этого человека со своей семьей, к примеру. То есть отношения достигли того уровня, когда вы можете себе такое позволить сделать и строить планы на будущее. И для одиноких это может быть встреча с таким человеком, с которым потом захочется создать отношения, построить такие серьезные долговременные отношения. В работе здесь повышение может быть или какое-то достижение ваших целей, когда вы отмечаете это, праздник какой-то делаете для коллег. В целом есть чувство финансовой стабильности и ощущение, что вы рады тому, что вы здесь имеете касаемо работы. И в здоровье тоже поддержка близких, оптимизм, гармония в организме, да, то есть все системы работают слаженно. Здесь очень хорошая карта для вас, хорошая карта также для беременности. Овны, кто планирует. Итак, дальше карта, которая у вас готовится на сентябрь месяц, это карта Мир. Карта Мир, карта Стрельца для кого-то, хотя нет, меня как-то исправляли, это не Стрельца, все-таки карта Стрельца, больше умеренность, но Мир, окей, Мир. Мир в сентябре, ну, для вас вот мир — это вообще это успех. Да? 21-й аркан — это завершение в старших арканах, это последняя карта в старших арканах. То есть это успешное завершение цикла и начало нового цикла. То есть как здесь для кого-то учебный год начинается, да? Кто-то из отпуска выходит и начинается как новый период. Для кого-то здесь мир, он может показывать и какое-то путешествие по миру. Мировые странствия, я не знаю, даже так, может показывать важные достижения, когда вы чувствуете свою реализованность, успешно завершили какой-то цикл, достигли цели. Возможно, вы здесь в совершенстве обладаете какими-то навыками, наконец-то, да, чувствуете себя мастером в чем-то. А кто-то освобождает себя от ограничений, имея безграничные возможности. В отношениях здесь может быть свадьба, да, завершение цикла, начала нового периода. Для кого-то долгожданная беременность или роды, то есть как завершение важного этапа. Да, один этап завершается, начинается другой, может быть более счастливый. Для одиноких это может быть встреча с человеком, с которым можно построить полноценные гармоничные отношения. Такая судьбоносная встреча, может быть даже с человеком другой культуры или кого вы встречаете, можете в путешествии, да, то есть где-то, где вы отдыхаете, допустим. В карьере достижение карьерных важных целей, какая-то ваша реализация амбиций, может быть завершение успешное какого-то большого проекта и получение награды за это. Также может быть выход на мировой рынок, у кого свой бизнес, расширение бизнеса. То есть в целом это процветание, это финансовая свобода, это когда вы чувствуете такую стабильность в своих доходах и время, когда деньги работают на вас. Для здоровья тоже, я говорила, беременность, роды, может быть, это такой прям благоприятный период, очень легкое течение родов, здоровья и беременности, здоровое потомство может здесь по этой карте выпадать. Здесь также какое-то, может быть, полное выздоровление после, может быть, какой-то болезни. Да? То есть самое такое хорошее состояние, когда организм оптимально функционирует, гармонично функционируют все системы организма. Хорошая карта однозначно. Дальше у нас идет для овнов карта на октябрь месяц. Здесь девятка жезлов на октябре месяце. И девятка жезлов показывает, что, вы знаете, как
много может быть работы, много может быть с вашей стороны усилий приложенных, потому что нужно быть настойчивыми в том, чтобы какие-то дела выполнять, завершать, что-то вот делать. Может быть, не совсем легко эта работа дается, но вы стойко ее выносливо выполняете. Вы здесь хоть и устали, истощены, но вы все равно продолжаете какую-то работу делать с настойчивостью, то есть продолжаете бороться, несмотря на трудности. И да, в работе, допустим, здесь, знаете, это как необходимость защищать свои профессиональные достижения от каких-то конкурентов могут быть. Здесь вы в финансовом контексте можете испытывать даже хоть какие-то и трудности, но вы стараетесь накапливать свои ресурсы, стараетесь работать, чтобы идти к финансовым каким-то вершинам своим опять-таки дальше. То есть не сдаетесь, не сдаетесь. И для достижения цели используйте те силы, те ресурсы, которые у вас накоплены, которые у вас есть. Для пар в отношениях здесь может быть ситуация, когда нужно защищать отношения от внешних угроз или от внутренних каких-то сомнений, которые в этой паре возникают. От внешних угроз это может быть какие-то недоброжелатели там на работе или друзья, или, не дай бог, родственники, да, то есть кто может ставить палки в колеса. Возможно, здесь есть для одиноких, если одинокие, да, возможно, здесь есть страх новых отношений, когда хочется отгородить себя от новых отношений таким забором, частоколом, и дистанцироваться от потенциально новых каких-то возможностей или какого-то нового знакомого, да, то есть нужно преодолеть эти барьеры перед новыми отношениями, преодолеть внутренние барьеры и внутренние препятствия. Для здоровья вы можете чувствовать истощение после какой-то работы или после какого-то, вот знаете, как или какой-то болезни, не дай бог, да, то есть вот как нужно здесь не сдаваться, да, то есть как будто продолжать настойчиво идти к своей цели или к выздоровлению, или если вы заняты работой, много нагружаетесь, то все-таки находить баланс между работой и отдыхом, да, чтобы не выгореть окончательно на этой работе от пережитых испытаний и тех трудов, которые вы вкладываете. На следующий месяц, а именно на ноябрь месяц, у вас выпадает карта Колесница. Кто-то из вас может куда-то ехать в ноябре месяце. Для кого-то это рабочие командировки, для кого-то это по карте Колесница. Может быть, даже какие-то вопросы, связанные с вашим транспортом, решаются, потому что Колесница, машина, многие сейчас за рулем. И, возможно, для кого-то из вас Колесница здесь будет говорить непосредственно о автомобиле вашем, да, но в целом эта карта не только путешествия, перемен, да, а еще прогресса, победы, триумфа и движения к вашей цели, когда вы очень решительные, целеустремленные, стремительно идете к успеху, когда вы честолюбивые, хотите, собственно, да, свои амбиции реализовать, когда вы готовы достигать, побеждать, когда вы готовы мчаться вперед на этих лошадях, собственно, на этой повозке. Карта Колесница. Давайте подумаем, что здесь может быть касаемо работы. Но я думаю, что здесь само собой понятно, что в работе, в карьере это прям хороший знак для карьерного роста. То есть вы реализуете свои амбиции. Это активное продвижение вперед. Вы настойчивые, вы дисциплинированные, и вы получаете заслуженный результат за эту работу. Вы готовы на себя брать лидерские какие-то обязательства, готовы вести за собой своих коллег к успешному завершению проекта работы. Также вы здесь можете получать желаемую должность или успешно завершить важную работу какую-то. Вы можете здесь серьезно сфокусироваться на цели, не распыляясь, да, и выполнить какую-то поставленную задачу. То есть успех к вам приходит через самодисциплину. И в финансах здесь тоже улучшение материального положения через ваши активные действия, через те решения, которые вы принимаете, через правильные инвестиции, может быть, в недвижимость, может быть, в транспорт. Кстати, почему карта автомобиля, да, выпала Колесницы, может быть, в свой бизнес, который будет мчать вас к успеху. Но в целом очень и очень хорошая карта, соответственно, для работы, прям вообще. Для здоровья, да, в принципе, тоже. То есть это успех, это здоровье, это преодоление каких-то даже физических, может быть, сложностей или трудностей. Если болеете, то это быстрое выздоровление, прям
Да, то есть это хорошая карта. Важно только находить баланс, опять-таки, между активностью и отдыхом, не изнурять себя в погоне за этим успехом, потому что вы можете себя перетруждать, как девятка жезлов, так и карта колесница. А особенно нужно обратить внимание на здоровье нервной системы, может быть, на здоровье мышц, спины, то есть опорно-двигательного аппарата. Давайте дальше посмотрим на следующий месяц. Это месяц декабрь, завершающий месяц. Для вас это туз жезлов, карта огненная, огненного начала. И хоть это и последний месяц года, 26-го, но для вас туз жезлов, он будет таким наполненным решений, решительных действий, важных, возможно. И по тузу жезлов, который сам по себе является важным новым началом, вдохновением, возможно, которое к вам приходит в декабре, определенным творческим импульсом и новые идеи, которая может к вам прийти. Вы здесь полны скрытых возможностей, которые можете в себе открыть. Вы можете здесь заложить семя будущего успеха прямо в декабре, то есть какую-то идею начать воплощать в жизнь, которая будет потом приносить большой успех. Очень много энергии для роста, для развития, для какого-то важного прорыва для вас, для нового импульса, который вы здесь можете, соответственно, проявить, да, и потенциала, который можете реализовать. Очень хорошая карта для работы в том числе, потому что это или получение какого-то важного, вдохновляющего вас предложения по работе. Также это может быть и новые источники дохода, и какие-то идеи предпринимательские, которые могут принести прибыль, которые у вас возникают здесь. То есть хорошая карта однозначно. Такой зеленый свет для новых начинаний. Идеальное время там для запуска стартапов, для начала новых проектов, может быть даже смены карьерного направления. Но у вас возникла эта идея, и вы ее хотите реализовать. Может быть, идея возникает тут в декабре, а реализовывать будете в 2027 году. Но вот прям полны идей. И в отношениях, если для пар, то это прямо как новый этап в отношениях. Может быть, совместное проживание, помолвка, то есть что-то важное, как новое начало, новое начинание. Но также для одиноких людей она может означать и сильные чувства, и начало отношений. То есть любовь с первого взгляда, которая как искорка зажигается, внезапная страсть, которая вашу жизнь перевернет, которая сделает вашу жизнь очень динамичной, наполненной, яркой, соответственно. То есть здесь такое страстное влечение, может быть новый роман. А в отношениях в паре возрождение страсти, возрождение этой энергии, физического притяжения. В здоровье здесь снова-таки хорошая тоже карта, потому что организм полон энергии, он готов к позитивным изменениям, поэтому это период для активности, для активного образа жизни, для, может быть, поддержания здоровья активного, может быть так, может быть поход там, не знаю, в спортзал опять-таки, то есть избыток этой огненной энергии, который в целом может показывать, кстати, это сексуальность, это страстность, это хорошая энергия для зачатия, то есть это высокая фертильность, возможно, в контексте беременности здесь достаточно энергии для вынашивания ребенка, для развития ребенка. Также здесь нужно иметь в виду, что вот такая вот переизбыточность этой огненной энергии, она может привести к перенапряжению или к каким-то таким вот перегрузкам в вашем организме, поэтому все-таки лучше не переусердствовать, да, и осторожнее быть к своему здоровью. Итак, дорогие мои овны, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака на 2026 год я завершаю. Я всем желаю всего самого наилучшего. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал, если вы еще этого не сделали, а также оставить комментарий, отзыв, поделиться этим видео со своими друзьями, знакомыми, если вам показался расклад интересным или по каким-то причинам подходящим для знакомого вам человека. До скорого. Берегите себя, берегите своих близких.